Всем привет! Мы продолжаем проходить ложь Пи. Я немного пересмотрел сборку своего оружия. Я соединил клинок сабли марионетки и рукоять металлической глефы. И получилась вот такая вот палка. Вроде забавно. Ее можно, в принципе, и огнем, если что, заточить. Плюс она еще делает быстрые удары. Правда, такой себе урон, но если брать что-то тяжелее, тогда у меня и перевес получается, и удары не такие быстрые. Попробуем с этим оружием побегать. Вроде выглядит неплохо. Такая интересная штучка. Попробуем с ней позабавиться. К тому же тут ее можно вот еще типа вот так вот затачивать, и она бьет огнем. А если заряженный удар, то вот примерно это так выглядит. Итак, поехали исследовать шахты. Это новая локация. И там наверняка будет какой-то определенный интересный босс. С учетом того, что я с последними двумя боссами сидел по 2 часа где-то. Начало это я уже смотрел еще вчера, в принципе, этой локации. Тут уже доподлинно все известно. Я думаю, что неплохое оружие вполне. Плюс у него еще есть определенные удары. Так. Секундочку. Что-то все. Игра виснет. Все. Походу с интернетом какие-то проблемы. Да, скорее всего, с интернетом что-то. Ладно, будем надеяться, что его разглючит. Привет, что там? В общем, поработал я в сборщике заказа Сбермаркет, а потом говорят, что не могут сделать пропуск. Не пойму, в чем дело. А что за пропуск? Что за сборщик? Я просто никогда не пользовался этим делом. Дай-ка мы чуть понизим настройки. Что-то я не знаю, как-то странно все это дело. Ага. Почему-то игра у меня изменила настройки. В чем причина, неизвестно. Может, какое-то обновление было, не знаю. Вроде поплавнее идет. Аккуратно. Вот эти, кстати, ребята опасные. А, вот они вешают перегрев, и все. И ты горишь. И сразу минус полжизни. Надо успеть. Оп. Блин, стамина нет. Все, вроде справился.
Здесь я уже, в принципе, все собрал. Мужика, который дальше идет по коридору, я тоже убил. Он с лопатой тут бегал. Я когда оружие проверял, вообще, в принципе, на сборку и как она работает, я его случайно убил. В принципе, если этим оружием очень долго-долго махать, то оно потом наносит, по-моему, я насчитал около 5000 урона. То есть она хоть и быстрая и бьет сначала не так уж сильно, но потом дает фору. Ай-яй-яй. Так что я думаю, это оружие более чем на первое время пойдет. Так, и я собрал, получается, суперудар. Хорошо. Будем бить. Так, и вот здесь у нас мужик сидит. Он прячется постоянно, его надо выковыривать отсюда. Вот он только так выковыривается. Угу. У меня получается мувсет смешан, ну, ударов, смешан с саблей и тяжелым оружием. Но по факту оно является легким оружием. Ну, такой, средней тяжести. Все, здесь мужик уже этот с лопатой не появляется. Он одноразовый. С него выпал амулет, который позволяет перетаскивать больший вес. То есть 20% веса у меня с этим амулетом сбросилось. Хорошая штука. Я его поменял на амулет здоровья. В принципе, не очень-то много он этого здоровья добавлял. Луна свет. Пасмурный вечер. Давай костер починим. Так, и давай на нем и посидим, да? Зарядим. Зарядим руку, там, ногу, все остальное. Никто тут нападать не собирается. Эти тела не из луносвета ли они? Ого, это сделали марионетки. В принципе, так как он сам марионетка, ему ли не все равно? Хотя, он же типа получеловек, и у него вроде как есть какое-то сочувствие. Вон там мужик прячется, здесь один ходит. Подстава. Подстава мутится. Правда, еще и без головы. Да, на прошлом стриме вчера я, получается, собрал топор. Он был, ну, такое себе. Он вроде неплох, прокачан и все такое, бьет сильно, но проблема в том, что он много у меня занимает стамины. Он хорош, но не настолько, как у меня прокачан персонаж. Походу мы так или иначе вот с той стороны оврага окажемся. Еще никак. Да ладно, и сюда не пройти. Ты смотри какие. О, у него рука вместо топора, меча какого-то. Интересно, как он этой рукой может мне навредить? Кто тут? Угу. С рукой вперед пробежал. Блин, они прикольные, кстати. Так. Надо расценить ситуацию сначала. У нас вот один там бомбами кидается. Довольно-таки метко. Ух. Ведь была, не была. Все. А тот ко мне идет, да, потихоньку? Замечательно.
Ну, конечно. Я понял, почему у меня игра начала глючить. Я же драйвера обновил. И он скинул на заводские настройки, скажем так. Угу. Ну, мы через мост должны пройти в итоге. Тут можно было, конечно, бы и упасть, и пробежать по бревну. Но зачем? Если бы я там какую-нибудь блестяшку бы увидел, я, наверное, бы точно упал. Ой. Эй-эй-эй, ты куда? Вот точно его Хидетака делал. Любят они через текстуры тебя бить. Особенно у Хидетаки прям это сплошь и рядом. Часто вот в Секиро там меня, помню, через текстуры лупили. Да в Dark Souls'ах тоже во всех. На крышу никак? Ладно. И здесь тоже никак. А зачем пропуск в магазин? В смысле, регистрация или что? Я что-то не совсем понимаю, о чем-то. Ты работал сборщиком заказов в Сбермаркет. И потом тебе не смогли сделать пропуск и говорят, что все, ты типа больше там работать не можешь? Ты что-то... Надо как-то точнее пояснять. Все, тогда понятно. Ну, это уже организация труда такая. Вот, тихо, бабочка, стоять. 2. Ах, я знал, что она долбанет. А это тоже западло. Прям тут. И быстрей. Всё. Лунный камень серпа. Так, подожди, из той тоже самое выпало. А где этот камень? До плюс 6. Убывающий лунный камень протокола. Слушай, я себе прокачку походу выбил для этого оружия. Но тут уже надо более внимательнее качать пушки. Потому что других таких не дадут камней. О. Так а почему ходишь? Ты ж, по идее, сидишь и собираешь в приложении. На компе работаешь, правильно? Или ты как фасовщик работаешь? Так, ну хотя бы тут милый тупичок. Путеводитель по луносвету. Луносвет — это самая нижняя часть города, где паломники готовятся к своим путешествиям. С тех пор, как святой Франджелико встретил однокрылого ангела и основал церковь, Луносвет стал известен как место, где паломники могут подготовиться и подняться к собору по канатной дороге. Андреас был возведен в сан архиепископа Крата, обладая безупречной репутацией. В то время Крат был бедным провинциальным городком, но Андреас безропотно посвятил себя заботе о его жителях. Порой даже говорили, что в нем воплотился сам святой Франджелико.
Лунасвет активно помогал архиепископу в его добрых делах и всегда сотрудничал с ним на внесении слова Господня. Решение принять в городе алхимиков и воскресить Крат было принято именно здесь. Лунасвет — колыбель того Крата, который мы знаем сегодня. Сегодня на смену простым механическим подъемникам пришли канатные дороги, и мы живем в голоде будущего. Наверное, в городе будущего это опечатка, а не в провинциальном захолустье, но наши ценности остались прежними. Как ангел обнял святого Франжелика своим крылом, когда тот упал в холод, так и люди должны помогать друг другу. Лунасвет — самая нижняя часть нашего города, доказательство тому, что добродетели еще есть место в этом мире. Понятно. Берешь тележку, собираешь продукты, там кефир, сало, рыба, мясо, т.т. Хлеб, яйца, колбаса через приложение. То есть у тебя в приложении высвечивается набор продуктов, которые ты должен положить в тележку. Какой-то клиент заказал заказ, по этому заказу нужно собрать товары. Ну, понятно. У тебя есть приложение, список покупок, ты их собираешь, упаковываешь, видимо, и доставляешь клиенту, или курьеры этим занимаются. Ну, понятно. И что по зарплате? Вот, в принципе, и тут я должен появиться, пройдя по этому мосту. Ну-ка, в могилах есть что-нибудь? Не, все пустые. Хорошо. Дальше мне туда. Кстати, опять более-менее коридор начался. Нет каких-то заунывных этих, хитро задуманных лабиринтов. Не помню, что по зарплате, проработал 2 дня, потом они не могут сделать пропуск в магазин. Так а как они так людей нанимают, что типа ты работай, но мы пропуск не можем тебе сделать. И типа и уже не можешь ты работать. Это как-то странно. Ну, типа, нам нужен сотрудник, но мы не можем, чтобы этот сотрудник у нас работал, потому что мы не можем какую-то формальность уложить. Что за дичь? Угу. Тут по меньшей мере 3. Ах, меня закрыли. Тихо, 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 падла. Я не успел полечиться. Так это странно, правда, но как так? Мы берем человека на работу, знаем то, что он сегодня придет к нам стажироваться, трудиться, но ничего не можем сделать, что с пропуском, ну, какой-то временный пропуск придумать, нет? У меня вот, допустим, 2 пропуска. Если я пропуском не воспользуюсь, я просто на работу не смогу попасть. То есть 2 дня же ты как-то туда приходил, а на 3 они вспомнили то, что ты не можешь туда приходить. Я что-то... Странно это все. Кстати, мобов обычных стало гораздо больше. Так а зачем тогда им вообще тебя брать, я не понимаю. Хотя да, может быть. Ну, они могли бы это сказать. То, что вы нам, извините, вы нам не подходите, вот и все.
а не устраивать какую-то сцену с пропуском, там, спектакль какой-то. Обычно работодатель в этом плане должен быть честен. Он не ссылается на какую-то свою некомпетенцию в этом плане. Он просто говорит: извините, вы нам не подходите, вот и все. Что-то тут хрень какая-то. Ну, это, видишь, это только твое мнение. Может, у них там какие-то другие причины, я не знаю. Так и что это Сбермаркет? Это не дает ему повода так тупить. Ну, так если даже текучка большая, наоборот, как раз они должны вопрос с этими пропусками как-то решить. Разве нет? Да, вообще, на самом-то деле, если даже текучка большая, вот у них не должно быть этих пропусков, по идее. Блять. Что-то мобов до хрена, по-моему. Да, ёпт. Ну да. Другие мысли не прочтешь, но все равно это все странно. Ну, значит, и не получилось, так и не получилось. Хрен бы с ним. Так а смысл им финтить? Они просто могут тебе сказать: извините, вы нам не подходите. Зачем им какую-то басню там придумывать, если просто они не хотят тебя брать на работу? Ну, типа, им же не 15 лет-то. Они там не какие-то девочки малолетние, что не могут объяснить, в чем дело. Так, вот этот чел самый опасный, кстати, тут был, в этой комнате. Я еще кого-то могу прицепить? Ай-яй-яй. Кстати, вот в прошлый раз я на этом и погорел. У меня потому что не хватило здоровья. А мы сейчас, не заходя в эту комнату, в принципе, всех и перегасим. Потому что есть супер рука. Ха-ха. Ну и чё толку меня тут запирать? Я все равно всех убил. Ну, какая малолетняя? Ей 15? Или все-таки ей 18? Да блин, все равно, какие бы они мелкие не были, все равно кто-то есть над ними повыше стоит. Лезвие пилы. А, это бросковый предмет. Ну, 20 лет. А ну, все равно, мне кажется, дело не в этом. Типа, мы не хотим тебя брать на работу, и поэтому придумаем какую-нибудь историю такую, чтобы ты, типа, не обиделся, что мы тебя на работу не взяли, потому что ты нам не подходишь. Да ну, фигня какая-то. Стандартный антикислотный преобразователь от Союза мастерской. Так, это элемент одежды. Ага. Они начали чаще мне давать предметы, которые, в принципе, не все статусы мне поднимает. Тут надо уже конкретно решать, что мне нужно. Снижение урона от кислоты. Сопротивление огню, сопротивление кислоте. Короче, эта штука прям против кислоты, я смотрю, работает. И весит чуть побольше. Ну, давай возьмем. Скорее всего, босс будет какой-то кислотный. Потому что тут прям локации. Одна локация была электрическая, босс с электричеством был. Потом следующий босс у нас был огненный. И локация, в принципе, с огнем часто связана. А тут вот, наверное, что-то будет с кислотой помешано. На что они тебя кинули? Чтобы человека называть мошенником и кидаловой, надо, чтобы он тебя на что-то кинул. Они же тебя ни на что не кинули.
Вот если бы они тебе зарплату не заплатили, тогда да. Да бы я понял. Плиты вообще не разбиваются. Опа. Это кто такой? Дай-ка угадаю, мы сейчас с ним драться будем? В прошлый раз мы с подобным мужиком бодались. У него, кстати, маска какого-то питбуля. Прикольный. Я бы у него костюмчик, пожалуй, отжал. Ну-ка. Искупительница. Хочешь подняться, дитя? Мне жаль, но поезд больше не ходит. Собор уже не то убежище, каким когда-то был. Люди, которые поднялись туда, так и не вернулись. Я до сих пор не знаю, что произошло, но я знаю одно. Путь в собор закрыт навеки. Если все же ты твердо намерен пройти, назови себя, кто ты? Ты гвардеец? Нет, я не гвардеец. Ничего не делать. Я предупредила тебя, дитя. Я грешница, которая не смогла спасти тех, кого любила. Если я позволю тебе подняться туда, то лишь возьму еще один грех на душу. Потерпи, даже если будет больно, дитя мое. С одной рукой или ногой у тебя поубавится любопытство. Драться будем. Ну давай. Так, у меня в игре паузы нету. Я прочитаю твое сообщение, как только разберусь с этой падлой. Да, вот у нее урон кислотой, кстати. Порча накладывает. Это что-то новенькое. Отвали. Так, ну оружие точить уже поздно, наверное. Враг довольно-таки быстрый. Хотя... Что-то как-то не с растушечки. Вот, я когда много урона наношу, несколько ударов делаю, у меня прям стакается урон. И я могу очень больно бить. Ай, ай-яй-яй, ну-ка, давай так помашемся. Хотя нет, не пойдет. Ну-ка, еще и давай заряженным, треснем ей. Ты куда? О, тихо. Блин, оглушить могу. Да ёпта. Все, поздно. Ай-яй-яй-яй. Так, я одну хилку заработал. У него прям серия мощная, кстати. Даже не надейся просто ее оглушить. Ага. В этой игре, кстати, будут потом в будущем, я думаю, забавные PvP сражения. Да, я помню эту песню. По-моему, это Акула, что ли, пела. Плотный диджей. Так, у меня там 3000 осталось. Да-да. Подожди, разве это 90-е? По-моему, это начало 2000-х. Ай.
Так, нужно вообще урона не получать, а то у меня души забирают. Так, у нас там вроде никого нету такого, чтобы меня сильно по башке надавал. Вот эти вот ребята только могут закидать меня, это максимум. А мост уже целый. А нет, не целый. Что ж. Тогда давай в обход. И в следующий раз тоже в обход надо будет бежать. Прям по вот этой вот палке. Короче, попадос. Я могу сейчас 4000 душ просрать. Просто... Эй. Ну-ка, аккуратненько. Оп. Ну, и где наш... А где бэкстеп-то вообще? Я стоял сколько времени у него за спиной. Может, он был, конечно, немножко повернут, и поэтому бэкстеп не сработал. Ну, такое. Блин, у меня 3 лечилки осталось. Печально. Туда я, короче, не пойду сразу. Давай, погнали вот здесь. И нарываемся на драку. Кстати, оружие очень похоже из Bloodborne. Да что ж такое-то? Сложно. Дотягивается. Ау. А что? Что ты попадаешь-то постоянно по мне? Кстати, парирование же есть. Бля, ну не вот этого вот. Так, это мы не парируем. Да, где заряженный удар? Твою мать. Сейчас она меня опять вынесет. Быстрее уходи. Секунду не успел, падла. У нас в Elden Ring, в Dark Souls тоже такие ребята были. Вторжение фантома, вот эти красные мужики, которые доставали постоянно. Так, давай мы в ту сторону вот не пойдем. Я хочу с целыми хилами к ней прийти. А то тетка-то, походу, у нас непростая вообще. Так, а гарпуном ее вряд ли получится подтянуть. Интересно, а молоток ее можно будет забрать? По-моему, я где-то на скриншотах видел такое оружие. Посмотрим. Так, ну души все. И... Ёпс. Не дотянулся. А вот... А, я застрял. Угу, не прокатило.
Половину моих суперударов я не попал. Оп, как тебе такое? От парирования играем. И... Да нет, подожди, стамина кончилась. Да, я не успеваю ее оглушить, короче. Она меня сейчас просто забьет. Ай-яй-яй. Стамины не хватает. Ай. Да, долгий заряд. Долгий заряд. Все, я в секунду не успел опять. Неплохо. Пригвоздило просто меня. Готово. Достаточно было, наверное, один раз всего попасть. Ключ от канатной железной дороги и маска. Это все, что за нее дали? Я палку ее хочу. Алло. Проверяем. Да, серьезно, ничего за нее не дали. Маска вот ее есть. Песик. Любите песик? Ключ. И давай мы, наверное, еще тех ребят порешим заодно. Они несложные, но копейка рубль бережет. Да что такое? Ближе надо. Ох, рискованно. Ох, рискованно, я залез. Я думал, это второй раз, кстати, не закроется. Ну, какая-то вот надежда такая была. Нет, все равно закрылась. Лунный камень тьмы дропнулся. Угу. Ну и все. Немножко плюшек получил. Лунные камни тьмы тоже, в принципе, неплохая вещь. То, что когда они падают, это говорит о том, то, что можно вполне любое оружие докачать до +3, допустим. Ну или до +2 там как-то. И потом уже разнообразить, скажем так, свой инвентарь оружейный. Ключ использован. Хорошо. Это лифт. Ну, почти. Добро пожаловать на канатную дорогу пилигримов. Итак, дорогие гости из Лунасвета, мы надеемся, что вы хорошо подготовились к пути пилигримов. Лунасвет — интересное место. Раньше попасть в собор можно было только с помощью подъемника. Спасибо, что построил его на утесе святой Франджелико. Шучу, Франджелико чудный святой. Следующая остановка — мост искупления. Не пропустите чудесный визит на Крат, пока будете искупать грехи. Да не видно ничего, все в тумане. Графику экономят. Капитан в этой поездке Джимини. Джимини, что-то знакомое. Ну что, у меня неплохо получается, да? Джимини — отличный проводник. Ты выглядишь раздраженным. Что я сделал? Ладно, думаю, у тебя это пройдет. Вперед, приятель.
А вот и костерок, да? То, что надо. Что-то не так. Видел? Вон там. Мертвые марионетки не удивляет. Но что это? Это трупы людей. Тернистый путь. Качаться будем или нет? Давай, наверное, попозже. Или сейчас. Ладно, давай сейчас. Быстренько телепортнемся, прокачаемся. А то там 8000 болтается, их можно резко потерять. К тому же у меня есть камушки на заточку определенные. Ну-ка. Ну, 1000, короче, дали мне еще. Не знаю, по-моему, 8 мне должно хватить. Сколько нынче прокачка-то стоит? 6. Отлично. Так, тогда мы, короче, вот эти оставляем там, в загашнике, камни. Используем, что есть в наличии. Эй, я не знаю. Но она очень мало поднимает атаку. Всего на 2 пункта. Неэффективно. Либо все-таки до упора, ну хотя бы до 35 качать эту подвижность, в надежде, что мне когда-нибудь эта пушка упадет на подвижность со скейлом буквы А. Ладно, гулять так гулять. Если что, будем бегать, фармить. Так, что мы еще? Вот это вот что-нибудь новенькое появилось? Продажа? Нет. Не всяк. Хорошо. Я... Вот здесь у меня камушки есть, по-моему, для заточки моего оружия. Да, лунный камень серпа, и причем у меня его 2. И оно поднимает мне на 8 пунктов атаку. Пользуемся, да? Давай, у меня все равно их 2. Теперь их нужно в общей сложности 2 для 5 уровня. И потом у меня есть еще камень, который затачивает оружие на плюс 6. Все, я понял примерно, как это работает. Изменить рукоять. Нет. Была бы у меня вылучка прокачана, я бы, может быть, и рукоятку эту немножко исправил. Но так как прокачана подвижность, смысла от этого никакого. Ну и все. Выходим. Что хотел, сделал. Потратил немножко душ. Тернистый путь. Мы с каким-то полуангелом, наверное, будем драться, я не знаю. Вот этот мужик, который основал какой-то луносвет, там, какой-то епископ там. Говорилось в записках. По-любому он будет боссом этой локации. Злым таким, большим, кусючим. Чё все темно-то стало? Угу. Отец Гаскоин? Зомби? Да ладно, ну давай. Понятия не имеешь, что это за штуки, приятель. Будь осторожен. Да мне вообще, в принципе, по барабану, я марионетка.
Я еще только учусь быть человеком. Давай посмотрим, как у нас пушка лупит. Вот прям без всякого. Просто обычный легкий удар. Видишь ты. 250. 477. Ну, в принципе, оружие у меня прокачано ровно настолько, в какой локации я сейчас нахожусь. Чтобы себя, в принципе, комфортно чувствовать. То есть, ну, как бы не имба. Но, тем не менее, не совсем все плохо. Они целый домик построили, чтобы туда камень тьмы запихать. Ой, здрасте. По-моему, в третьем Dark Souls подобные мобы были. Вот они прям разбегаются, бегут и в один удар делают. Туши бессильны против огня, значит их соки тоже. Это говорит о том, что они прям очень падки к урону огненному. Да? Попробуем. Вроде как пушка правильно у меня заточена. На веселого. Так. Сейчас мы с этой стороны немножко народу погасим. А потом с другой стороны. Ай, не успел. Хотел заряженным треснуть. Не сильно зарядилась. Этот, видимо, стрелок-то какой-то. Подстава. По-любому он бы поднялся на этот. Иди ко мне. Не хочет. Так, ну давай тогда мы обойдем с другой стороны. Как будто бы я вот здесь не проходил, а как будто бы я пошел по другой дороге. Кстати, вот еще какой-то переход, наверное. Так, вот если бы я прямо пошел. Нет, там по бревну нельзя пройти. Двое. И... Ёп. Я думаю, они чем-то заражены какой-то ерундой. Если подольше успеть заряжать оружие, то оно хорошо их вышибает прям. По 4 сотни урона вообще запросто. Прибор срочной починки. Хорошо. Вот примерно тут я бы и должен был выйти. А если ты бежишь по мосту, то он просто проваливается, да? И ты, получается, падаешь в толпу мобов. Я не понимаю, тут все деревянные перекрытия ломаются под тобой. Я вот прям что-то не могу припомнить ни одного моста, чтобы я адекватно прошел по нему. Разработчики начинают повторяться в этом плане. Что пишут? Когда святой Франжелика падет, и спустив последний вздох, ангелы Божьи будут за ним присматривать. А мы сейчас типа с Франжелика будем драться? Или как его там? Андреас, что ли его называли?
Что происходит? Что с ними не так? Постой, их тела как-то странно изменены. Не знаю, что происходит, но лучше будь начеку. Так они какие-то эти, типа зомби, что ли, которые на головах такую дичь имеют, как в Last of Us, типа того. Кстати, очень похож. Во второй раз он уже не побежит за мной. А где удар? Тактику меняют. Нет, карета это смущает. О, еще один. Впал. Зубчатое колесо. Давненько, кстати, не приходилось в кого-то что-то кидать. Я думаю, если эту штуку взять, кто-то откуда-то вылезет. Огненный абразив. Да, босс будет получать больше урона от огня. А чё я сюда пришел? Ну как бы зачем? Так, ладно. Давай мы здесь возьмем вот эту штучку. Молитва женщин. Господи, я искренне молю тебя, пожалуйста, отврати свой гнев от Крата. Как ты окутал святого Франжелика крылом ангела, так и спаси нас, прошу. Если приговор был неизбежен из-за наших грехов, прошу тебя, избавь от твоего гнева хотя бы мою дочь. Малышка не сделала ничего плохого. Пожалуйста, пусть моя Шарлотта попадет на небеса. Если кто-нибудь найдет это место, прошу, помолитесь за нас и знайте, что здесь царили отчаяние и тоска. Кстати, я что вспомнил-то? Давненько не было каких-то побочных квестов. В городе они были на первой локации. Сейчас нет. Взмолитесь, израненные и изможденные. Хорошо, как-нибудь в другой раз. Может, я какие-то эти квесты пропустил просто? Какие-то звуки непонятные. Ага. Такой Dark Souls, кстати. Нет, все-таки вот викторианская эпоха, это прям этот. Это прям Bloodborne. Я туда потом скажу. А как ностальгия-то, а? Ладно, давай я вот здесь хочу проверить, что же я все-таки пропустил. Мне кажется, или темнее на улице стало? Вечер обещает быть томным. А вот, кстати, побочный квест. Или драка. Привет, ты кто? Джанджо. А, пощады, не убивай меня. Уф, я думал, вы из организации. Ох, забудьте. Меня зовут Джанджо. Я фармацевт. Я ищу легендарное денежное дерево. Мне удалось замедлить распространение инфекции с помощью лекарства, но у меня каменная болезнь, и мне нужно ее вылечить. Простите, я заговариваюсь, когда нервничаю. Вот, прочтите, это будет лучше моих объяснений. Гийом, рыцарь короля, нашел на скале сияющее дерево. Плоды дерева похожи на золотые монеты, и эти плоды чудесное благословение, ибо многие излечились от разных болезней и смогли спастись от чумы.
Обрадованный рыцарь построил замок и назвал себя святым рыцарем. Но помни, странник, у всех чудес есть цена, сколь бы поразительным они не были. Многие вещества ядовиты. Точность дозировки отличает лекарство от яда. Плод денежного дерева может быть лишь сказкой, но посреди эпидемии дорога любая, надежда на спасение. Скажите мне, если найдете его, в награду я дам вам это. Подожди. Воу, полегче. Существуют разные виды камней желаний, которые можно помещать в куб. При использовании куба камень желания расходуется. Поместить камень желания в куб и пополнить запас можно у Джанджо или с помощью... Так а что он делает-то сам камень желания? Жители древнего Крата знали, как отправить желание к звездам. Говорят, они получали особые силы, вкладывая желание в куб, вырезанный из метеорита. Не знаю, как это работает, но он должен реагировать на обладателей эрго и давать им силу. Если поможете мне с денежным деревом, я дам вам еще. А уже сейчас можно что-то запихивать в этот куб. Эффект от камней разных типов отличается. При использовании куба камень желания расходуется, но восполняется. Когда вы возрождаетесь или посещаете костер. Жители древнего Крата знали, как отправить желание к звездам. Можно было поместить камень желания в куб, из метеорита открыть особые силы. Камня, наверное, нет, я не знаю. Ты воскреснешь и позаботишься о земле Божьей. Стоит лишь ангелу расправить крылья и объявить святого, холод уйдет в небытие. Дай-ка угадаю, тут камень, да, поднимается? Гильза неисправности. Это одежда. Ну вот что я говорил, то что эти предметы будут либо что-то давать, либо что-то забирать одновременно. По весу то же самое, но снижение физурона на 0,03 всего лишь. Вот только сопротивление неисправности. Великий подъем, большой подъем. А что? Что такое сопротивление неисправности? Но я других два. Сопротивление к поломке и сопротивление к шоку теряю. Шок, если я предположить могу, это оглушение. Ладно, денежное дерево, я думаю, мы позже найдем. Я направлюсь в собор Святого Франжелика. Найдите меня там, если я понадоблюсь. Ну и дерево тоже мы там позже найдем. Кстати, у нас же в этом, как у Буратино-то тоже... В сказке-то про Буратино там тоже было про дерево денежное. Только тут оно какое-то другое немножко. Подожди. График яркости, настройка. Ощущение, что сбросились настройки как-то. Или просто это типа для антуража темнее стало. Не знаю. Ну, гамма резко свалилась просто. Хотя сейчас уже вроде ничего. А самый прыткий у нас вон там вдалеке стоит. У него рога, как у оленя. Давай поодиночке их вытаскивать. Они слабенькие.
Не было бы гарпуна, это бы сложнее далось. Хотя... Ну, типа, их можно было бы идти и поливать огнем просто. Сколько за одного дают? 93. Надо бы какую-нибудь точку фарма приметить. О, какой. Ну точно олень. Угу. Так, это дядька серьезно. Ух ты, как он бьет, а? Тороплюсь. Так, ну ладно, половинку-то я у него снес. И он у меня тоже. А давай без таких атак, зачистил что-то. Ни хрена себе. Вот эта серия. Он еще и ядом. Добил? Добил. 500 всего за него дали. Кислотный абразив, лунный камень тьмы, звездный осколок. Будет плохо, если он будет заново появляться, и мне будет часто приходится бегать через эту дорогу. Ну, в смысле, по вот этому мосту. Заходим. У меня здоровье на пару ударов. Надо быть аккуратным. Часовня собора Святого Франжелика. Пасмурный вечер. Кастельвания. Сразу вспомнилось Кастельвания. По факту мне туда. Чё за шорохи? Там кто-то на статую, по-моему, кислотой брызгает. Да покаются грешники, омывшись горькими слезами, ибо только очистившим душу позволено ступать дальше. Звуки явно не из приятных. Такое ощущение, кто-то там на меня слюни готовит. Давай полечимся. Сменить камень желания куба. Восстанавливает здоровье временно. Таинственный кристалл, который можно поместить в куб. Наделяет куб особым эффектом. Таинственный кристалл, в котором заключено желание, при использовании может давать особый эффект. Вообще без понятия, но как-то его, наверное, в инвентарь надо запихивать, я не знаю. Ну давай вот такой кубик сюда поставим. Временно восполняет здоровье. Вроде как доп. Лечилка, я не знаю. Серьезно? Мне туда надо идти, да?
Кто лобает на органе? Испачканные ноты хора. Ноты неузнаваемы, потому что покрыты липкой голубой жидкостью. Кто-то написал: «Ангел, почему ты покинул нас? Мне страшно в соборе, я хочу домой. Каждую ночь я слышу из подвала крик чудовища. Даже когда я пою псалмы, он стоит у меня в ушах. Если бы только архиепископ был с нами, но он все время молится. Ангел, прошу, услышь мои молитвы. Помоги нам вернуться домой, пожалуйста». Кто играет на органе? Он сам по себе? Пока не хочется туда спускаться. Давай проверим какие-нибудь пути, что ли. Не, только вниз. Ну, пошли вниз. А туда же можно потихоньку перепрыгнуть. А если нет? Попробуем. Вау. И палку потерял. Ладно, хоть врагов нет. Можно еще раз, конечно, попробовать. О, старые знакомые. Говорят, денежные деревья цветут, когда земли охватывает чума. Вероятно, они уже цвели где-то в Крате. Но у меня тут нечего менять. Жители древнего Крата знали, как отправить желание к звездам. Говорят, они получали особые силы, вкладывая желание в куб, вырезанный из метеорита. Он должен реагировать на обладателей эрго и давать им особую силу временно. Быть может, вы найдете звезду, чтобы загадать желание, гвардеец. Если так, надеюсь, этот куб поможет вам с этим. И, кстати, он меня человеком считает. Там ты, гвардеец. Че, попробуем еще раз прыжок вверх? Нет, это стенка просто. Он просто в стенку упирается во время полета. Вот подстава. А игры от From Software, кстати, частенько вот такими платформами манипулировали. Я помню, в Elden Ring очень долго прыгал, чтобы к боссу добраться. Кстати, давненько из-за угла кто-то на меня не выпрыгивал. Мы все ниже и ниже. Вон они сидят все. Один, второй, третий ходит. Там еще парочку по-любому. Вон там какая-то зверюга ходит. Ля какой. С этими щупальцами. Парфен, привет. Только что прошел. Ну и как? 5000. Что-то многовато. А порча. А у меня порча даже с этим, с какой-то там плюшкой я там вешал. Я понял.
Ай. Только камзол запачкал. Ладно, побежали. Я хочу блестяшку. Кошачья пудра. Нахрен она мне всралась? Я успел. А я не шпагой, я саблей пользуюсь. Почему не пройти? Проходят же. Разными оружиями проходят. Тут нет такого, что прям... Если у тебя нет какого-то оружия, то тебе никогда игру не пройти. Скорее всего, от стиля зависит. Но я вот вообще саблей играю. Я саблю вон с этой штукой скрутил с палкой, и вроде ничего. Довольно-таки быстрый урон. Я там где-то катану на скриншотах видел. Я думаю, может, можно будет потом ее найти. Так. А этих сволочей надо сбивать как-то. Да, что-нибудь покидаемся в них. А что за босс в середине игры? Я вот даже не знаю, на какой стадии я сейчас нахожусь. Ну, просто ад это, наверное, потому что прокачка. Это зависит от прокачки, по идее, в этой игре. Блять, не попал. Ну, это не особо спойлером-то будет. Кто упал? Он не встает почему-то. Король марионеток. Слушай, а я думал, то, что король марионеток это уже финальный босс. И с него, по-моему, дропается этот, как его. С короля марионеток вроде коса дропается. Наверх надо идти. Тут весь самый цинус происходит. Не дропается, да? А с кого коса падает? С финального босса? Коса прикольно выглядит. А почему они вниз едут? Я наверх. Мне же наверх надо. Ну и чё, косой пробовал драться? Прикольная штука. А можно так вот, допустим, взять и пропустить торговца где-нибудь? Медленная коса. Бля, ну в Владике, конечно, коса была шикарная, правда, давалась за финального босса. Это было печально. Ну, типа, у тебя имбовое оружие, а оно уже как бы нахер не нужно. Короче, давай забираться. Ой, тетя, здрасте. Не, мы ее тут подождем. Иди сюда, бледво. Баста. Ну, игра прикольная. У меня она тоже нравится. Я прям вот играю и заебок. Ну, я не так, чтобы прям уж люто ее ждал, но, слушай, она превзошла мои ожидания. Я думал, будет хуже. Я думал, она будет, знаешь, на Таймежа похожа. Про вот этого носатого Пиноккио, блядь. Как его? В зеленом таком бегал. Я что побегал в эту игру, вообще не зашла никак. А это ничего. Вариативности до хрена. Тут прям можно хочешь в Lies of P можешь играть как в Sekiro, хочешь можешь играть как в Bloodborne. Плюс с учетом того, что ты еще можешь себе скиллы как угодно тут крутить. Плюс еще и пушки хуячить. Тогда это, по-моему, вообще шикардос. Очень вариативная хрень. Сиквел будет, я думаю, не скоро. Вот, мне кажется, ближайшее, что они сделают, это добавят PvP режим.
Потому что вот с этими челами, с которыми ты дерешься, как в масках. Ой, дядю уронил. Я должен его захерачить. Да ну, года 2, ты чё? Дай бог, чтоб 5 не прошла. Игру делают сейчас долго. Адекватно. Ну, эй, тихо, тихо, порча, да быстрее, быстрее. То есть первую и вторую часть одновременно начали в разработку запускать? Я что-то не слышал такого. Не слышал таких новостей, но новость определенно неплохая. Еще вот по руке вот мне нравится гарпуном пользоваться, прям ништяк. Другое оружие как-то не очень интересует. Оп. Да ёб твою мать. О, не попал, смотри-ка. Кстати, атаки очень похожи на как Секиро. Но все равно я играю в нее сейчас в данный момент как в Bloodborne. Что-то как-то вот не знаю. Но парирование, вот у меня первый... Нет, получается не первый. Босс, который коп. Я его прям задрочил на парирование. Долго я с ним сидел. Еще тот утырок. А что если эту курву сисястую прям стянуть ее? Не получится. Про кого сиквел? Ну скажи. Так или иначе, если это будет... Если он действительно готовится и когда-нибудь выйдет вообще, то так или иначе я узнаю. Просто чуть-чуть пораньше, я думаю, ничего страшного. Дороти. А Дороти... это которая страны Оз, что ли? Вот это бабенция. Ну, кстати, я даже в детстве не читал страну Оз. Я знаю, то, что там Элли, Татошка там. Ебать, она что-то из брюха вот достает. Так, надо по резкому, значит, к этой сучке перемещаться. Ай-яй-ту-ту-ту-ту-ту. Аккуратненько себя ведем. Подожди, я тебя только наебну и отойду. Твою мать. Я так и знал. Блять, куда бежать? Я прибежал, естественно, не в ту сторону. Паника. Подожди, а почему это Дороти? Там у нее был этот, как его, лев. Собака у нее была. Ее же там в доме, ее ураган принес. Потом она встретила страшилу, пугала, короче, мужика этого, какого, дровосека и льва. Она не была марионеткой. Так это получается, они еще две вселенные соединили. Угу. Короче, они тут всех персонажей скоро запихают. Буратин. Все марионетки. Все, что не прибито. Чик, и все. А сколько блестяшек, а как их взять-то? Ой, да, ну вот это, кстати, хидетаковская любимая хрень, когда ты начинаешь по жердочкам ходить, а внизу какая-нибудь дичь. Типа лавы, там еще что-нибудь. Любимая хреновина. А как туда попасть-то? Серьезно, вот по этим начинается миллиметровый этот платформинг, блять. Подожди, а может быть через сверх? Да не, тут далеко падать, ты сдохнешь. Ебать, Тулюсю понапридумывали механизмов. Так, вот эту хрень я потом только сверху возьму. Тут блестяшек я других не вижу, поэтому давай как-то. Только через верх? Да ну. Мне нужно где-то вот там, да, вот.
Получается, нужно вот там упасть, короче, чтобы на этот козырек приземлиться и взять 2 блестяшки. Но вообще, по-моему, можно изловчиться. Хрен бы с ним. Вот там кто-то сидит, теребонькает, смотри. Видишь, рука, чик-чик-чик. Огненный король, это который этот, как вам, в предыдущей локации был. Ну, такой у него там. На пузе еще огонь горит, вот это вот. Это он? Я его вчера за 2 часа закрыл где-то. Ну, может быть, 2,5. Ну вот, короче, у меня коп 2 часа занял, и король вот этот 2 часа занял. Я считаю, что с учетом того, что у меня финальный босс в Секиро занял, допустим, сколько, 3 часа, наверное, сидел. И на предыдущем, на демоне 3 часа сидел. А копа я долго его ковырял, я не знаю, что. Я, по-моему, в другую сторону на следующем стриме начал прыгать, это раз. Во-вторых, я разобрался, как добивание делать, когда оглушен противник. Там надо точно встать возле башки его. Но все равно я к нему побегал, чтобы хотя бы закрепить его как следует. Ну, боссы тут, ребята, непростые, но, в принципе, так и должно быть. Было бы странно, если ты бы боссов увалил тут, я не знаю, за полчаса. Блять, я забыл про вторую блестяшку. Лунный камень тьмы. Понятно. Прыжки тут, короче, что-то мне не удаются сегодня. Секира? Нет, она не легче, я считаю. Самый легкий Bloodborne. Самый легкий Bloodborne, потом Dark Souls, наверное, первый, но лично для меня. Потом Dark Souls 3 мне дался с трудом, конечно. Может быть, неверная прокачка, хрен его знает. Но Sekiro, короче, она самая крутая, лично по мне. Она мне больше всех понравилась. Ну и Elden Ring я уже не беру, потому что, ну, это копипаст Dark Souls. Вот. И Sekiro, ну, короче, это в основном Sekiro, я считаю, это ритм игра. Тут если вот в эту фишку не въедешь, то будет тяжело. Ты про платину, что ли? 900 часов? Я просто не совсем понял, о чем ты. Так, надо по-любому через этих жирных баб идти. Причем это первая будет. А я, короче, это... А какую игру-то за 900 часов прошел? Я Demon's Souls скачал на 3-ю плойку. Надо как-то это... карту захвата подключить и поломать попробовать. Ах ты, падла! Я сдох. У меня нет 5-й плойки, у меня только 3-я и 4-я. Ну, может быть, From изжалятся и когда-нибудь выпустят Dark Souls Remastered на ПК. А Elden Ring, по-моему, я прошел... Я за мага, во-первых, лобал. И прошел за... что-то там... За 78, что ли, часов. Или больше. Не помню. Где-то там в Стиме была эта хрень. Часы написано. Бля, нихера мне ёбать сейчас. Вашу мамашу. Сука, из-за одной гниды, потому что, бля, надо было ее чем-то закидывать. Точно. Ладно.
Ну давай, вылезай. И вылезайте. О, комплексный замес сейчас будет. Ну, вообще, Demon's Souls, кстати, неплохо сделано. Я тут смотрел какие-то геймплейные моменты. Красиво. Красиво! Так, если я его стяну, то он упадет обратно вниз. И мне потом возвращаться. Ну-ка. Всё, подбили касатика. Давай, цыпа, 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 цыпа. Ну точно. Вот реально типичная херня для этого, для Хидетаки. Он любил вот по жердочкам тебя погонять, особенно вот где-то в начальных локациях Bloodborne, в Dark Souls, третьей части, по-моему. В первый город прокаженный, там тоже все запутано вот по этим дощечкам, там ходишь, что-то корявенько так все. На соплях держится. Ну-ка, иди сюда. А второго можно пригласить? Собеседника. Вот и второй. Так, сейчас надо, короче, душу, наверное, достать, да, и сходить на перекур. Я вот что думаю. Не, все-таки он, наверное, массой вот эти тетеньки великоваты, и мне их будет не достать, наверное. Прикольно. О, фантазия, да, у разработчиков. Так. Теперь мне нужно как-то закидать вот эту падлу. Но я, наверное, в нее не попаду. Попаду. Но это очень печально. У меня сейчас на нее все эти штуки уйдут. А что, если мы ее стянем? Не достаю. Вообще никак. Самый легкий босс. Самый легкий босс боец будет. Какой боец? Так, надо по резкому к этой сучке пробежать. И дать ей по ебальничку. Так, окей. Все. Боксер. Что-то я не знаю. Боксеры для такой вселенной, по-моему, не очень хорошее решение. Что такое звезды Мишлень? Там дают за приготовление пищи. Ты о чем? Где там? Какие звезды? Пока, по-моему, я ни одного босса прям с первого раза еще тут не убивал. Ну, а вдруг мне найдется какая-нибудь пуха имбовая, и я прям это... Короче, а вдруг получится. Шеф-поварам дают звезды. Ресторан, в смысле, получает звезды за приготовление, ну, как бы, за качество обслуживания. Ты про это, что ли? А как мне к ним попасть? В обход, наверное, да? Копа убил с первого раза, командующего парада убил с первого раза, и вот боксера. Но этот как его? Ну, с копом я до хрена, ну, сколько за 2 часа можно? За 3, наверное. Нет, даже больше.
Не, 2,5 где-то часа. Сколько можно за 2,5 часа раз побегать коп? До хрена. Я аж на несколько уровней себе нафармил, пока носился. Командующего парада я убил поменьше, чем за 2 часа, но где-то раз 5, наверное, его попробовал помудохать. Ну, первый босс, в принципе, он ознакомительный вообще, в принципе, с боевкой. Ну, боксер еще впереди, видимо. А ты вот спрашивал про звезды. Ну, звезды даются не только в целом за обслуживание. Ты приходишь в ресторан, и чел, который оценивает, типа, как у тебя блюда подаются, насколько у тебя тарелки чистые, какое обслуживание, как там подошел официант, как предложил и все такое. Это все учитывается вообще. Ну, плюс, естественно, конечно, самое главное, это блюда какие там, как, что приготовлено. Не знаю, я в каких-то элитных ресторанах был, наверное, один раз все. И то. Я бы... Блять! Твою мать. И то бы я это прям элитным рестораном бы не назвал. Такой. Количество звезд там не было нарисовано. Не заметил, по крайней мере. Я помню там бабу одну, она сидела за соседним столиком и заказала стейки, я не знаю, килограмма на 3, по-моему. И сидела, трёкала его спокойненько так. В одно рыло умяла. Я обалдел. С учетом того, что я заказал себе такой же стейк, только в 2 раза меньше. И в принципе уже наелся с этого. Так, шестеренок-то у меня ни хрена нету. Я все почти потратил. А нечего, кстати, было кидаться ими лишний раз. Вот я что могу сказать. Мудовая локация. Мудовая. Если бы это колесо вспять повернуть, было бы неплохо. Но, увы. Давай, подходи по одному. Ёпс. О. Толпой захерачил. Ну, нормально. Так, 6 косарей у меня на кону. Если я сейчас где-нибудь лишний раз упаду, то все, барсик. Ближе. Я вообще не понимаю, зачем тут... всякие огненные приблуды. Оно и так нормально играется. Ну, типа, если есть у тебя гарпун, который врагов к тебе притягивает, чего не было в Секиро, то зачем электричество там и так далее? Какие-то элементальные уроны. Мины тем более. Ну, типа, ты положишь мину, и что, у тебя враг прям в точности по этой дорожке пробежится, где ты мину заложил? Да, ну, такое вряд ли будет. От щита, кстати, что забавно можно играть. Это вот прям типичный Dark Souls будет. Удар в щит, удар врага, перекат. Это прям первый Dark. Эх. Попроворнее оказался меня, товарищ. Так, ну чё? Побежали? И тут. Не попало. А вот только стамина у меня нету. Лунный камень тьмы с нее дропается. Не всегда, но вроде неплохо. Я уже не помню, где я душ-то оставил свои. А, не там где-то на жердочке. Они не в самой порче даже, нахуй, вот они. Че, побежали? Ну, вообще стейк, он... вообще, да, на сливочном масле оно жарится. Соль добавляется уже конкретно, когда у тебя готовое блюдо на тарелке. Ты сам себе солишь стейк.
А прожарка, ну, оно разное бывает. Я средний, по-моему, тогда заказал. Потому что у всех, ну, скажем так, во всех ресторанах понятие разной прожарки разное. Поэтому тут надо сходить в одно и то же место и типа проверить, насколько тебе обугленный ломоть принесут мясо, либо, допустим, наоборот, что с него аж прям сок будет течь. Вдруг не понравится. Поэтому лучше, если заведение незнакомое, то надо заказывать сначала среднячок, золотую середину, а потом уже как получится. Так, теперь надо душ аккуратно выковырять. Оп. Че, успею? Да, блядь, я оступился. Я просто оступился и ногой попал в угол, и он упал. Да нет, не скажи, это просто от повара зависит. Не обязательно прям ехать в другую страну, чтобы стейк хороший сожрать. Ну как бы, что за хрень? Все зависит, во-первых, от мяса. Кто готовит? Тем более, ну, какая квалификация у повара, там, я не знаю, что-то в этом роде. Ну, типа, неважно, в какой стране ты находишься. Кто-то может дома жарить лучше стейк, чем подают в ресторане. Ну, типа, у человека, знаешь, есть вот такой особенный дар стейки херачить. И заметь, он не турок. Пососное, конечно, место, блин. Очень тяжело по этим жердочкам бегать. Так, ну давай, кидайся. Эй, а чё так быстро-то? Она же обычно только один раз успевала швырануть в меня. Несостыковочка. Ну, вообще, еще я тебе могу сказать то, что каждый еще готовит для себя, как бы по-разному. Кто-то, я вот знаю, допустим, только на чугунной сковороде делает стейки. Кто-то их делает в этом, какого, ну, типа гриль. Складная это жаровня. Кто-то их еще в духовке предварительно запекает после обжарки. Но вообще дома, конечно, будет лучше. Ну и немножко дешевле. Но платишь ты не за сам ресторан, а скорее за работу повара. Посещение ресторана вроде как бесплатно. Да, блядь! О, я упал куда-то. Куда-то, но не умер до конца. Ладно, мне чуть-чуть повезло. Чуть-чуть. Блин, 8500. Если сейчас я просто ошибусь, если я сдохну, ну я ошибусь еще раз по дороге, тогда все, хана. Типа -1 уровень прокачки потерян будет. Жалко. Ну, кто, как говорится, не рискует. Ну, что знаю, оказывается, очень много остались ветераны Великой Отечественной войны, эсэсовцы, только они живут в других странах. Ну и сколько им лет? 90? Ну, типа от них, по-моему,
уже толку никакого. Это уже, наверное, не знаю, люди с деменцией и другими заболеваниями. Наконец-то я пробежал адекватно. Всё. Слава богу. И лестница. Блин, на блестяшку хочется взять. Не, возьмем нормально. Только аккуратно. Не бежать. Выдыхаем. Оп, оп, оп. Миллиметраж. Херня какая. Эту блестяшку я видел вот оттуда. Понял? Ну, как бы у нас тоже ветераны, по-моему, еще остались некоторые живые. Ну-ка, эта штука меня не поднимет. Раз такой сложный участок локации был, наверное, сейчас какая-то еще подстава будет. Шарики. А он заполняет с собой, да, весь коридор. И летит очень быстро. Что мне с ним делать? И они закатываются, кстати, получается, на каждую платформу. Situation. На-на-на-на. И он меня убивает. Я же говорю, подстава будет. С самого начала локации туда херачить. Ладно, давай перерыв сделаем. Надо охладиться. Сейчас подойду 3 минуты.
Давай дальше страдать. Я так и не понял, что с этими шариками делать и куда идти там. И они еще специально запихнули костер, самый дальний конец этой локации, чтоб ты страдал. Ну, если что, минус 8000, что сказать. Как бы направление это изменить? Кстати, я еще вот туда не смог попасть. Может, я что-то где-то не заметил? Вдруг какую-то лестницу пропустил. Ладно. Да возьми ты в таргет их. Неужели? Это вопрос или утверждение? Про псевдонимы. Не знаю, что на это ответить. Наверное, если люди стесняются своей фамилии, они берут себе псевдоним. Главное, чтобы он нормальный был. Твою мать. Все, минус 8000. У Payday при выходе что-то проблема с серверами, но они что-то быстренько там все починили и сказали, все нормально у нас. О, я потерял половину. Меня забрали ровно половину. Но если я сдохну второй раз, заберут все. Хотя, может быть, заберут половину половины. Будем посмотреть. Не, я ни в одну не играл. Не интересует эта линейка игр. Она ж типа Rainbow Six. Только про ограбление. Я вообще, в принципе, в шутеры редко играю. Так, ну что, давай полечимся. Вот мои души. Спасибо, что они хотя бы тут. Тут же какие-то козырьки, на них, наверное, тоже можно как-то попадать. Вот здесь два моба стоят. Такое ощущение, что это как секретка какая-то.
Но туда адекватно не запрыгнуть. Как туда попасть? Через верх. Это вот до этого верха надо еще добраться. А добраться можно только с помощью шариков. А чтобы понять, как эти шарики работают и что от меня хотят, это надо сдохнуть раз 50, наверное, тут. Тихо. Ой, да неужели? Я научился. Я научился по этим жердочкам бегать. Но это, наверное, разовая акция. В следующий раз пробегу, стопудово тут сдохну. Так. Вот проход один. А это еще какая-то лестница. А, я ж туда и поднимаюсь. Я уже думал, я что-то пропустил и не туда падал. Блин, вот как тут быть? Ни кармана никакого нету. Забежать я вряд ли отсюда успею. Но сюда тоже бежать глупо. Ладно, будем пробовать. А, подожди, вот за эти деревянные палки можно становиться, да? Да, она меня не трогает. Вот в чем дело. Хорошо, хоть догадался. Аккуратно. Мне сейчас свалиться еще не хватило. Не хватало бы. Сюда или туда? На лестницу вверх или... Ну давай, не знаю, сюда пробежим. Буду надеяться, что тут тупик. Там кто-то большой. Ладно, была не была. Блин, ну там тоже продолжение локации. Куда идти-то? Давай я чуть-чуть сюда пройду. Посмотрим. Посмотрим, что можно тут полезного вытащить. Может, костер все-таки будет. Что пишут? Архиепископ мертв. Те из вас, кто остался в живых, должны страшиться чего? Покойных. Должны страшиться покойных. Ладно, будем страшиться. Что-то я все выше и выше ухожу. Все, последний поворот, и надо будет назад бежать. Проверять, что там есть. Рывок, прыжок. Причем у тебя, если ты все неправильно сделаешь, то все, хана. Ты покойник без душ. И беги все это дело заново. Какой отстой в этом корявом, с таким корявым управлением запихивать в игру платформинг. Давай посмотрим теперь, что тут у нас есть. Секретка. Ключа нет.
Угу. Ау. Все, я понял. Убегаем. Да, не туда. Фух. Короче, тут только одна дверь, которая меня интересует. Мы ее, кажется, потом как-то посетим. Я не знаю зачем. Мне дальше по локации, вот туда, вдоль коридоров. Где ключ этот брать, я не в курсе. Бля, сейчас самое бесявое, конечно, начнется. С этими прыжками. Если неправильно прыгнуть, то ты покойник. На-на-на-на-на. Ладно, пробуем. Подожди, еще надо вовремя прыгнуть. Да, блять. О, перекаты помогли. Жесть какая. До свидания. Толкнуть можно. И что это даст? Ну там нет порчи, но если я упаду, я просто сдохну. А это проход, наверное, в какую-то секретку, да? Ну давай попробуем проползти, посмотреть просто аккуратно, что внизу тут есть. Или я тут был? Да, я тут был. Все понятно. Ай, блин, ну как? Какого органа вообще они тут напридумали? О, все. И ты складываешься просто. И все заново. Жесть. Это мне напомнило первый Dark Souls, когда ты приходишь в башню. Там замок типа того, там куча всяких там маятников с топором. Платформинга корявого вот такого же куча. Когда персонаж... Ну, к боевке вопросов нет. Но когда персонаж очень плохо падает, прыгает и перекатывается, это начинает доставлять. О. А это что такое? Ку-ку. А давайте это будет срезка наверх. Тут, скорее всего, ключ лежит. Бля, я так в комнату забегаю. Беспечно. Тут ключ будет от тринигидный, или как он называется. Нет, слушай. Искусственный криптососуд какой-то. Для чего? Расходник. Давай смотреть. Не знаю, откуда пошло слово инквизитор. Шифровальное устройство в форме металлического цилиндра. Возможно, Винини узнает, что в нем скрыто. Среди высшего сословия Крата были популярны запоминающие устройства, хранившие тайны с помощью шифра. Естественно, способом пользовались и расшифровывающие устройства, предназначенные для остальных, но большинство из них было уничтожено. Короче, это типа пластинки какой-то, и мне надо его отнести в Винини. И тогда он, может быть, что-то чем-то поможет.
Не знаю, насколько эта штука похожа. Поможет мне вообще хоть в чем-то. Пошли платформить. Блин, ну хоть какую-нибудь бы срезочку сделали. Хоть лестницу бы какую-нибудь придумали. Что за дичь? Я на одном месте кручусь уже хрен знает сколько. Подожди, а может быть вот здесь тогда вода пропала? Нет, все нормально, она на месте. Такой шикарный проход ради какой-то там пластинки, не знаю. Странно это все. Надо до костра добраться, когда прокачиваться пойду, пробовать штуку эту винение отнести, посмотрим, что будет. Твою мать. Эй. У меня какие-то удары новые появились. Я таких не видел. Твою мать. Естественно, самые лучшие враги будут стоять только в этих точках. Чтоб ты падал, умирал, ругался матом и бежал заново. Ну и терял душу, соответственно. А костер всего один. Вот по-любому тут, наверное, даже босс будет проще, чем вся эта локация вместе взятая. Побежали сразу же. Хотя, нет. Души тоже нужны. Мобы легкие хотя бы, спасибо и на том. Так, выдыхаем. Выдыхаем. Даже если там с какого-то раза у меня получится пробраться вот сюда, то вообще не факт, что у меня получится адекватно прыгнуть. Вот там дальше, на этажом выше. Надеюсь, такой участок в игре один с этими пробежками по жердочкам. Зато осколки фармятся мне, звездные эти. Ну, для призывания же они. Это чтоб боссов закрывать с кем-нибудь в паре. Ну, кого ты там призываешь. В смысле попал? Не попадал же до этого.
Мне не сюда. Там же у нас ключ. Жди. Где он? Я уже весь зеленый бегаю. Тут какая-то хрень с них дропается постоянно. Ну да, мне дальше. Дальше. Один поворот. И вот платформинг этот идиотский. Угу. И все, и хана. Падла. Вот, в принципе, и все, что от меня требуется. Но проблема в том, что, блин, когда нужно, это так плохо получается. Причем это надо сделать дважды. С учетом того, что надо по всем этим жердочкам без ошибки пробежать. Как бесит. Ну, может быть, к концу стрима у меня это и получится. В запасе еще час. Могли бы где-нибудь на самом-то деле и костер поставить. Хотя бы, не знаю, после шариков где-нибудь. Потому что, ну, вот эту жесть тоже надо еще уметь пройти. Если я сейчас упаду, а я упаду, блять, меня столкнула эта шестеренка, серьезно. Столько раз пробегал мимо, она меня не толкала.
Да нет, блядь. Ну хоть пол здоровья, и то спасибо. Стопудово я сейчас начну косячить даже на тех моментах, на которых никогда не попадался. Стой. Давай. Вы серьезно, блядь? Надо за нее забегать, по-любому, иначе ничего не получится. Я уже и душ кучу потерял, то что нафармил, блядь. Да пошла ты, блядь, в жопу. Отстой, а. Ничего не вижу. Не, подожди, надо подождать. Тут можно пробежать, но лучше выждать момент. Вот типа того. Как он выжил-то? Бля, он до сих пор живой. Что-то дичь какая-то происходит. Спасибо. Вообще никакой лестницы нет, никакой срезки. Просто никакой пощады вообще. Я последний раз пробую, короче, и будем закругляться. Что-то вообще жесть.
Сейчас не торопясь, аккуратно все сделаю правильно. Не получится, так нет. Будем пробовать в другой раз. То нервишки начинают пошаливать уже. И этот квадратный метр с дебильным платформингом уже, блин, 2 часа прохожу. Ну не 2, 1,5. Да стой ты на месте. Окей. Кстати, а если прыгнуть? Нет, не получится. Мне разбежаться, потому что надо. Куча сложных моментов, которые все надо сделать идеально, чтобы добраться и попробовать этот идиотский прыжок дважды. Бля, это просто ад какой-то. Блядь. Нет, все, хорош. Будем на этом заканчивать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.